Не смотревший предыдущие главы человек сегодня может задаться массой вопросов. Например, почему в 4 главе все еще жив Мат, главного героя зовут Братишка, и он существует сразу в 3 временных ветках. А кто уже в курсе и прошлые ролики смотрел, тот сегодня получит еще больше вопросов. Как ты помнишь, я оказал магам воды неоценимую услугу, вписавшись в их антибарьерный джихад и собрав целую россыпь юниторов. Куча камней так всем понравилась, что за магами воды не заржавело. Так Риордан ставит на стол еще 20 пузырей с различными эффектами в знак благодарности от всех магов и вообще от всей колонии и даже от тети Любы из Урюпинска. Кронос же, как главный рудный казначей, проставляется тем, чего у него в избытке. Так косарик синей валюты куда-то теряется в результате серой бухгалтерии. На полученный откат я, конечно же, сразу ничего покупать не буду. У меня в карманах лежит целый склад различного вооружения, который я и вымениваю на арбалет и лук для ловкого братишки. И да, не стесняйся покупать кольца себе. Многие из них дают неплохую прибавку к характеристикам и позволяют собрать на пальцах солидный стек, который будет защищать в трудную минуту, давать бафы и окутывать завистью ближайших армян. Моя текущая цель – договорничок с магами огня, так что пора в путь. По дороге из лагеря цветущей демократии я встречаю Ли, который задумчиво смотрит с плотины вдаль. Внезапно он останавливает меня и изливает все то, что долгие годы копилось в сердце старого вояки. Были времена, когда жизнь моя была совсем другой. Я был одним из лучших генералов в стране. Всю свою жизнь я сражался за свою страну. Король прислушивался к моим советам, и за это знать не любила меня. Они понимали, что я представляю угрозу для их грязных делишек. Я недооценил их вероломство. Для того, чтобы уничтожить меня, они посмели поднять руку на жену короля. Я был обвинен в убийстве, и у Рабара просто не оставалось выбора. То, что я сделал на благо страны, спасло меня от виселицы. Но они украли у меня свободу. Настанет день, когда я скину оковы. Тогда я вернусь и отомщу своим врагам. Я отомщу. Сначала мужчины говорят, что у них нет депрессии, а потом они смотрят на колонию вот так и много молча думают. Ли всегда производил впечатление умного, крепкого человека, закаленного боями и перипетиями жизни, но это небольшая деталь. Маленький монолог на плотине делает его образ законченным и объемным. Старый, преданный воин своей страны, который живет только целью отомстить и очистить свое доброе имя. Если вы не уважаете Ли, то кого вы вообще уважаете? Его предки улыбаются, глядя на него. А что делают ваши? По дороге в старый лагерь у хижины Кавалорна я неожиданно встречаю одного из стражников, Скорпио, известного мастера стрельбы из арбалета по движущимся людям. Он здесь по какой-то причине прячется и почему-то предупреждает, что для меня он не опасен. Судя по всему, в старом лагере пошел какой-то движ, и он, прихватив добрую часть казенного арсенала, решил под шумок сделать оттуда ноги. У этого коррупционного элемента теперь можно обучиться стрелять из мощнейшего стрелкового оружия эпохи, чем я не могу не воспользоваться, заодно прикупив у него и само оружие победы и более сносное двуручное оружие. И да, братишка-либерал снова лох, ибо купленный ранее у Волка арбалет вышел из моды, не успев даже сделать выстрел. Потерял в цене, увидев воздух, и уже сейчас необходимо обновляться на новенький арбалет 18 Pro Max. Однако интересные вещи на этом не заканчиваются. Так, пробегая мимо стражей оркских земель, те начинают вести по мне прицельный огонь. И это, ребята, уже плохие шутки. Полежите лучше здесь и подумайте над своим поведением. У южных ворот я встречаю Диего, и он вводит меня в курс новых дел. Бароны, мягко говоря, словили белочку от чересчур хорошей жизни. В чем проблема? В чем беда? Алкоголь или вода? И оказывается, буквально последнее. Старую шахту затопило, и она обрушилась. Если ты помнишь, вся шайка Гомеза с ним во главе живет припеваючи исключительно за счет дойки короля. Они ему поставляют редкоземельные металлы, а он им все, что попросят. Ибо идет крайне успешная война с орками. Перспектива остаться без руды, а значит и без статуса дотационного региона, всю гоп-компанию, мягко говоря, не обрадовала. И они не нашли решения лучше,
чем организовать набег на свободную шахту. Да-да, ту самую, что находится под властью демократически ориентированных бандитов, воров и наемников. Маги такой мув не оценили, Кариста только было сказал «Остановитесь», но не предусмотрел, что из Миртаны никаких известных путей в Ростов не существует. Как итог, маги огня в полном составе. Все. Они все мертвы. Все мертвы. Я не мог им помочь. Меня там не было. Выжившего Мильтона в этой ситуации жаль, как никого другого. Маги стали ему буквально второй семьей. Разглядев в преступнике зачатки огня, они дали ему надежду, друзей, кров и обучение, приняли в свой немногочисленный коллектив, шутили, развлекались с огоньком, и в одночасье это все просто закончилось. Какая-то кучка ублюдков решила, что может все это просто так взять и забрать. В этом маленьком мире под куполом никому не было дела ни до Мильтона, ни до братишки, кроме магов огня. Кариста, Родригес, Торрес, Дамарок – все они теперь остались лишь в памяти, и даже войти в лагерь, чтобы проститься с братьями, мы уже не могли. Кариста больше не покряхтит по духам, а Торреза больше не обмануть на руны и свитки. Стражи и призраки окропили свое оружие кровью магов. Значит, магия теперь их кровь запечет. Так, а вот это уже лишнее. Красноперые трусы, адекватно понимая, что гнев чей-либо рано или поздно придет, обложились от всего мира и закрыли ворота в лагерь, выставив на дороге блокпосты, которые с радостью встретят всех, кто готов поддержать новый лагерь или посочувствовать магическому миру. Я не то чтобы вообще поддерживал кого-то, кроме но меня они тоже теперь не жалуют. Увидев же братишку образца либеральной демократии, стражники ловят мощный нейрон активейшн, но и я не дурак. Сталкиваться с такой группировкой в ближнем бою – глупость. Особенно, когда у тебя помимо кулаков на стреле есть огнестрел. А заметив на горизонте Мада, стражники вообще слетают с катушек и мгновенно начинают боестолкновение. И это на 4-ю главу главная проблема. С нее Мад перестает считаться частью старого лагеря, а значит превращается в лакомую и легкую цель для любого рудокопа. Так что гореть они будут ярко и основательно. Кстати, тут же рядом есть шутники, которые стерегут мост. Знаете этот прекрасный запах? Это запах свободы. Отныне все просто и ясно. Видишь красный цвет, пора сделать его еще краснее. Эти ублюдки ответят за каждого мага десяткам своих стражников. Это война. Старому лагерю не повезло, когда его шахту затопило. Еще больше ему не повезло, когда они убили магов. Но апогей их отрицательной удачи наступил сейчас, когда братишка встал на путь, который ему и так знаком. Ах да, вы же не знаете, за что меня сюда забросили. Теперь сохранение барьера стало хуже всего именно для старого лагеря. Никто не покинет его, пока не оплатит эту высокую цену. А то, что жирующие бароны заперлись в чистоколе, это даже лучше. Так они никуда не денутся, а дерево имеет такое неочевидное свойство, как пожарная опасность. Упившись кровью угнетателей, можно вернуть рассудок и вернуться к насущным делам. Мало того, что договорничок отменяется по причине «а как?», так еще и новый лагерь и весь наш план по спасению находятся под угрозой. С этими новостями пора бы делать ноги в новый лагерь, предупредить их о скором нападении, но в дорогу Диего и Мильтон дают мне еще одну просьбу. Если я встречу других их товарищей, Горна и Лестера, то отправлю их на место обычной сходки. Да-да, то самое место в Оркских землях, где и балдел в прошлой главе Мильтон, и благодаря чему он и остался в живых. Будем живы, еще пересечемся. Кстати, а вот те самые бандиты, что хотели меня посадить на перо еще в первой главе, только увидев силуэт братишки, сразу дали
по тапкам. Оно и понятно, в колонии совершенно точно идет война, и каждый, даже такой милосердный воин, как я, может оказаться психопатом, убийцей, который все это время притворялся, что готов шестерить за миску супа. Знаете, никогда не знаешь человека до конца. Наверное, тебе будет интересно, а правда ли старая шахта все? И как будто бы не совсем. Удушающий от издателя в виде дедлайнов повлиял порой и на достаточно важные вещи, такие как доступность шахты после ее обрушения. В результате я все еще могу в нее зайти, там даже до сих пор происходит какой-то движ. Ради этой информации пришлось даже сигануть вниз, но мы представим, что на самом деле все работает как надо. И больше туда мы уже не попадем. Ты же высосал всю руду у Вайпера, как я тебе сказал. Итак, у меня на руках срочное поручение для нового лагеря, и поэтому первым делом я дернул в болотный лагерь, прикупил там самые лучшие доспехи стража и достигнул предела прокачки по силе. 100 единиц. Ты на пределе своих возможностей. Тебе нужно научиться чему-нибудь еще. Свыше этого только эликсирами, кольцами, и да, вот тут-то я и вспомнил, почему бутылки со снадобьями лучше было пить именно сейчас, а не сразу. Теперь, чтобы вкачаться на сверхсилу, придется сначала снять все побрякушки, дойти до предела еще раз, и вот теперь одеваться по полной. 117 силы, не дурно, но могло быть, и еще будет веселее. А вот Лестера на своем месте нет. Вероятно, новосел все никак не может нарадоваться своим инвестициям на краю колонии, но у меня срочные дела, и не пойду же я к нему тут. Ну, знаете, это хотя бы не Гвинт. Разумеется, здесь он и оказался. Правда, пополнение капитала немного ударило Травокуру в голову, отчего его фразы как бы стали немного странными. Как дела? Эй, что ты здесь делаешь? Старую шахту залило водой, и она обрушилась. И что с того? Все маги огня мертвы. Их убил Гомес. Тебе будет нелегко оправдаться. Возле старого лагеря я встретил Диего и Мильтона. Они хотят встретиться с тобой и с Лестером. Там же, где и всегда. Как раз вовремя. Что случилось? Я останусь здесь и буду изучать старые книги. Я не понимаю. Господин Юберион однажды сказал: невежда передвигает предметы руками, а мастер — силой своего духа. Ладно, я понял. Береги себя. Спасибо, я пойду. Да хранит тебя спящий. Что это было? Неясно. Я решил проверить, косяк это локализации, или Лестер действительно так преисполнился, что слетел с адекватных рельс, для чего обратился к первоисточнику. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit. Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Ну а вот теперь можно и в новый лагерь. Благо у меня есть руна телепортации, а магом огня она теперь точно не пригодится. Правда, братишка, который маг, все равно вынужден идти пешком, ибо теперь телепортация мада в старый лагерь будет для него совершенно точно последней. Почему я так опасаюсь этого, я обязательно расскажу, но немного позже. По прибытии в келью меня сразу встречает Сатурос и хочет рассказать свежие новости, которые я, правда, уже и так знаю. Разумеется, я опоздал, хотя с чего бы, и свободная шахта уже подверглась успешному нападению, так что теперь уже я буду рассказывать, в чем все дело. Однако черевишней всей ситуации, конечно, становится самая мрачная новость. Гомес избавился от всех магов огня. Убил их? Тогда все мы обречены. Без этих 6 магов мы не сможем контролировать магическую силу при взрыве Железной горы. Итак, мы в дерьме. План, на который делали ставку уже 2 лагеря, находится на грани срыва, но в прошлый раз Сатурос обмолвился, что есть некий еще один. О чем речь, старый? Кто он? Хорошо.
Много лет назад. Нельзя ли подсократить историю, а? Терпение. Итак, когда все мы, 12 магов, создавали магический барьер, наша сила направлялась и контролировалась 13-м. Этот самый 13-й маг начал службу Иносу еще до разделения и был очень крутой. Как обычно и случается с оверкрутыми магами, он соблазнился знаниями, которые обычно считаются нетрадиционными, стал некромантом и добровольно покинул приличное общество служителей огня. Имя ему Ксардос, и он обитает на юге колонии посреди земель орков, и теперь вся ситуация кричит о том, что только он может помочь осуществить водяным их безумный, но теперь уже точно единственный план на расконсервацию долины рудников. И чтобы ты сразу понял, насколько важен и крут этот таинственный маг, я скажу тебе только одно. Это один из очень немногих персонажей, который существовал в игре с самых ранних концептов и в итоге дошел до релиза почти без серьезных изменений. А это вообще нечастое явление при разработке этой игры. Можно сказать, что вокруг Ксардоса и была построена вся колония. Однако дело новых переговоров, как всегда, таит в себе некий нюанс. Дело в том, что заставить Убер-некроманта сотрудничать будет особенно нелегко. Чтобы выйти с ним на договорничок, до него сначала нужно хотя бы добраться и желательно вернуться, с чем как раз у посланных ранее гонцов были определенные проблемы. Путь к нему преграждают, судя по всему, ибо рассказать так никто и не смог, некие магические существа, призванные сохранить уединение и крепкий сон их создателя. Правда, братишка тоже не из сахара, и если нужно будет обойти или обмануть, или украсть каких-то магических существ, чтобы принудить кого-то к чему-то, то я бы начал переживать именно за существ, чем за него. Это должно быть забавно. И в этой фразе буквально вся его бесшабашная суть. Так как Орден Огня под куполом практически закончился, а я в свою очередь стал на короткой ноге с властелинами водной стихии, Сатурос предложил совершить трансфер, при этом не нарушая данную раннюю клятву огню. Приняв новую клятву природным жидкостям, братишка становится магом сразу двух стихий, объединяя силы Иноса и Адоноса, а также получая возможность сразу носить самую козырную робу уже новой фракции. Да, теперь меня и тут уважать перестанут. А почему он, а не я? А вот Горн не только оправдывает цвет кожи, но и действительно рад меня видеть. Я сразу передаю ему маляву от Диего и Мильтона, но на встречу с корешами пока рано. Впереди планирование контратаки на свободную шахту и пересмотр обороны вместе с Кордом. Ребята хоть уже и собрали нормально так руды, однако помогать поправить финансовое положение идеологическому противнику никто просто так не собирался. Мне же пока делать в лагере нечего, а значит самое время топать к Ксардосу. В очередной уже раз опустошив библиотеку магов, выменив все, что можно на твердую валюту, братишка отправляется в земли орков. Вы, ребята, теперь тут точно не нужны, и нет, выходного пособия не будет. На территории противника наконец-то начинается привычная моему сердцу резня. Эй, ребят, давайте поиграем. Орки уже идут очень хорошо, не говоря об их прекрасных песиках. Только магу нужно оставаться аккуратным, дабы потом не приходилось наслаждаться повторной зачисткой пути до мага-отшельника. Братишка на наших с тобой глазах вырос, возмужал и даже перестали трястись коленки в бою. При этом геймплей не стал однокнопочным или очень простым, он стал удобнее, легче и приятнее. Мало игр, где рост персонажа чувствуется и виден так хорошо, как в Готике. А все просто. Уже 4-я глава идет, а мне все напихивают новых противников. Теперь это остеры, прокачанный уровень глорхов, чтобы жизнь не казалась слишком мятной. И их уже шинковать пачками не получится. И как старый добрый нужно будет выманивать по одному. Эти афродинозавры, кроме опыта в себе, еще хранили небольшой, но вкусный склад. Правда, арбалет, конечно, делают игру намного проще. Какой же он мощный, боже! Вот оно, подножие башни с седовласой принцессой. Правда, вход явно находится не здесь. Нужный путь удобно подсвечен трупами прошлых приключенцев. Да, это вам не желтой краской на стенах рисовать. Следуя руферским традициям, можно забраться на верхотуру и обнаружить, что ждет братишку впереди. В ассортименте как минимум 2 голема. Уже знакомый мне враг Криса Редфилда и Алка-голем.
или ледяной, отсюда по цвету понять сложно. Звучит так, что еще должен быть и огненный, и, разумеется, такой тоже притаился за углом. Что делать с валуном на ножках, понятно, проходили, а вот с двумя другими вопрос, ответ на который лежит в библиотеке магов воды. Ну или в логическом мышлении. Как хорошо, что я украл все книги и умею читать, а то с логикой вы сами знаете. Итак, каменного товарища раскалываю молотком, однако в этот раз с него еще падает сердце. Интересно. Ледяной голем тает под жаркими объятиями, даруя сразу 2 сердца, а вот огненный поджигает именно что мое — кресло. Несмотря на очевидную уязвимость ко льду, остановить его движение ледяной глыбой не выходит. Видно, быстро тает, отчего злится и фатально пробивает в ответку. Просто отоварить его тоже не получится, так что нужен качественно другой подход. Раскулачив Кроноса на все известные магические свитки, содержащие намек на лед и молнии, можно сделать повторный заход под спидами. Патча здесь выживает исключительно на везение, ибо времени в обрез, так бы он вскоре встретился со своими уже почившими товарищами. Что имеем в итоге? Молнии бьют парня с огоньком очень хорошо, но недостаточно. Вообще напишите в комментах, почему огонь так не дружит с молниями, ведь, насколько я знаю, они вполне себе близкие кореша. Лучший же выбор тут это ледяная стрела, дешево, сердито, справится даже либерал. И спустив буквально последний дух, голем дарит еще сердечко, и вот теперь путь на башню открыт. Что-что, а вкус у Ксардоса есть. Даже при довольно скромных габаритах строение выглядит внушительно. Комплексов почти не обнаружено. Внутри братишка по доброй традиции было потянул шаловливые ручонки к сундуку, однако тут еще какое-то тело, которое вполне возможно не обрадуется такому внезапному раскулачиванию. Постой. Кто? Кто говорит со мной? Так это ты говорил со мной? Как? Как тебе удалось проникнуть в мои мысли? Крылатый телепат и привратник в одном лице просто так пускать меня к Ксардосу не планировал. Дабы аудиенция состоялась, в приемную нужно принести убедительные доказательства моего достоинства. В смысле моих дел, те самые сердца големов вполне подойдут. Все верно, старый защищается от хитрецов, желающих заспидранить. Сразу видно, мужик действует на опыте. Маду же вся эта история с демонами и телепатией крайне не нравится, психика, не закаленная битвой экстрасенсов, дает сбой, и он убегает в соседнее помещение, замирает и... Все, напарник на якоре, а это даже к лучшему. В обмен на ядрица я получаю руну для телепортации к магу, но прежде я был бы не я, если бы не попробовал выставить пожилого медиума, и, что характерно, Дворецкий материально ответственен только за руну, которую он уже и так отдал в хорошие руки. А в остальном можно даже пару кирпичей из стен вытащить, скажет, что так и было. Руна выполняет роль лифта, перенося меня на уровень выше в аналогичный зал, который содержит еще больше профита для любопытных рук. Да, а вот тут лифт придумать пенсионеру не дошло, понятно. Зато дизайн какой. Кто посмел отвлечь меня от моих исследований? Меня зовут. Я вас не звал! Идите нахуй! А вот и он, собственной персоной. Старый, хоть и слепой, судя по закатанным до упора глазам, но не тупой. И это преимущество он использует на полную катушку. За пару минут разговора в Панаму прилетело и магом воды, и уже мертвым магом огня, которые сами виноваты. И вообще-то он тут самый красивый, просто окружающие слишком тупые, чтобы это понять. Но главное, что помощи от него водные точно не дождутся. Если взрыв Железной горы не предотвратит угрозу... Забудь о руде. Она не в силах обрушить барьер. Если бы Кариста и Сатурос не тратили свое время на решение пустых и никчемных вопросов все эти годы, сейчас они бы знали то же, что и я. Что именно? Ни один из 12 магов не прекращал ломать голову над вопросом, почему они не в состоянии контролировать барьер, и почему он разросся до таких гигантских размеров. И ты нашел ответ? Ну, ясно одно. Ответ находится под городом орков. Я даже не знаю, что в этой ситуации более плохо. То, что маги реально не искали причину некорректной работы магических процессов и просто поверили в свою убер-мощь, или то, что мне, похоже, придется перерезать вообще всю колонию, чтобы найти ответ на этот вопрос. Однако с кровопролитием придется потерпеть. Ближайшая моя цель — это найти изгнанного из этого города оркского шамана, и, возможно, он поделится своими знаниями о спящем со мной. Спойлер от самого Ксардоса: спящего боятся и сами
орки, несмотря на то, что они его и призвали себе на службу. И если ты вдруг задался вопросом, а с чего оркский шаман будет со мной общаться на светские темы, а черт его знает, но ничего кроме риска у меня не остается, ибо просто так загадочный старик в красивом спору нет одеяний ничего не рассказывает. Звучит обнадеживающе. Искать шамана мне придется в крепости, которую я уже посещал ранее, и где, в отличие от башни пожилой некромантии, лифт есть. Разумеется, темный волшебник с удовольствием продаст тайные знания, среди которых и одна из самых имбовых рун в игре. Та самая смерть нежити, моментально делящая на ноль многих потусторонних сущностей одним элегантным спылом. Она-то мне точно пригодится. И да, обмануть пенсионера, несмотря на слепоту, не выйдет, даже не пытайся. Это все замечательно. А как спускаться-то с этой многоэтажки? Обратные руны как-то не предусмотрели, а лифт распилили и вывезли на офшоры еще на этапе строительства. В воду? Не вариант. Значит, придется пиликать от магов воды. Ты говорил с Ксардосом? Ну? Ну что? Все не так, как ты думаешь. О чем это ты? Он должен знать, как взорвать Железную гору. Железная гора. Она уже очень высокая. Найди Ксардоса. Нам нужна его помощь. Все-таки через Болотный будет лучше. Там и ближе, и можно избежать натянутых разговоров. Почему братишка не рассказывает Сатурусу, что план его говно, а руду они собирали столько лет зря? На самом деле я понятия не имею. Давайте разбираться вместе, подсказывайте. С одной стороны, если бы мне сказали что-то в духе «Ваш план говно, вы потратили кучу ресурсов и времени ради бесполезной горы руды», то я бы ему или не поверил, или куда-то точно ударил. С другой, ситуация явно выходит из-под контроля, и как будто бы магам лучше знать, что решение проблемы не совсем то, о каком они думали. Правда, у меня самого пока информации недостаточно, так что серьезный разговор лучше отложить до момента, когда картинка станет чуть менее размыта. Хорошо, что у братишки мага нет дилемм, у него и роскошь телепортироваться недоступна, ибо у него еще мат на попечении. Зато благодаря этому был найденный способ более лаконичный — паркур по ближайшим склонам. Жаль, конечно, что мат не фиксируется тут навсегда. Как только он покинет мою зону прогрузки, и все, добро пожаловать обратно в старый лагерь, принимать свою бесславную смерть. Так что поставить его на прикол в пожилую бухту, к сожалению, не получится. Уже на подходе к крепости начинают слышаться звуки фаерболов. Шаман явно все еще при деле и явно не один. Так и есть, бывшие сородичи решили, видимо, под шумок избавиться от зеленого оппозиционера. Друзья, это тело мое, и я его танцую, так что не соблаговолите ли вы сдохнуть отсюда? Перестань! Ёбаный рот! Слушай, я вообще-то про танцы образно имел в виду. Настолько шокировали чародея, что он погрузился в вечный танец живота. Благо, как ты помнишь, это излечимо через сейфскам. Любопытный факт, но до изобретения сейфскама ни одна из старых игр не была пройдена до конца. Чистая правда, когда я вас обманывал. Должен благодарить незнакомца. Плохие орки хотели убивать меня. Старые братья теперь враги. Уршак, вот этот интересной наружности товарищ, владеет общим наречием практически в совершенстве, что очень кстати, ведь если бы он мог шпарить только на своем, то коммуникация была бы, мягко говоря, непростая. Так как мы теперь не меньше, чем братья по крови и его спасенные жизни, он, недолго думая, выкладывает всю подноготную своих бывших уже корешей и родственников. Колдун попал в немилость в своем ПГТ по причине опрометчивых постов в духе «он во мне крушак» и даже «не спящий». Этого самого крушака когда-то призвали в этот мир 5 могущественных шаманов-орков, чтобы он помог навести порядок в дисциплине основ опасности жизнедеятельности их врагов. Новому божеству даже обустроили подземный храм под городом орков со всеми передовыми приколами, даже лифтами, посвятили свои сердца, причем буквально, однако что-то ему всего было мало. В итоге недостаточного внимания спящий проклял и зеленых магов, и строителей храма, отчего те стали живыми мертвецами, получив прекрасную возможность вечно служить своему хозяину. Орки, которые остались вне подчинения, поняли, что дело идет не в ту дырочку, запечатали храм и стали подкармливать его эго жертвами и субботними поклонениями. И тут внезапно появляется Уршак, говорит, что они занимаются какой-то откровенной ерундой, и неожиданно вместо диалога его просто депортировали из города, конфисковали имущество и, судя по всему, натравили Интерпол. Как ты понял, в тот самый город мне теперь
и нужно. А чтобы ориентирование на местности было проще, король шаманов-изгнанников дорисовывает мне карту, причем весьма неплохо, а также поясняет, что просто заявившись в город орков, мне в первую очередь проломят голову топором, а уже потом уточнят, чё приходил. Такие нравы, такое вот гостеприимство. Но способ уберечься от появления непредусмотренных отверстий есть. Улу-мулу. Знак дружбы и уважения среди орков. Если надеть такую приспособу, то орки сразу поймут, что с тобой лучше дел не иметь и топоры оставят в покое. Наверное. Оформить такой пропуск может кореш Уршака, который остался в шахте, где они вместе гнули спину. А теперь с 2 попыток угадай, где чалились эти горе-арестанты. На прощание родственник Шрека и новый друг в одном лице дарит мне амулет от огня, а также обещает вписаться на забив, если потребуется. Черт, этот орк более человечнее многих живущих в колонии людей. Ксардос одобрительно выслушивает историю, которую он вообще-то и так знал, но его интересует только результат, так что разве что не пинком я отправляюсь дальше. Да, я ведь так люблю бегать по всей колонии с мадом. Как только я появляюсь у магов воды, меня уже поджидает Риордан с весточкой, что контратака на свободную шахту вот-вот, сейчас, что очень вовремя. Перед отправкой на фронт у меня появляется возможность прокачать уже 5-й круг магии, ранее недоступный даже самому Кариста. Теперь братишка один из самых козырных магов в округе. У него даже справка есть. Но при всем этом доверии и благоденствии братишка новости о спящем рассказывать так и не торопится. Хотя информации уже даже больше, чем требовалось. Думаю, предположение, что магам инфа не понравится и у этого будут последствия, более чем верное. Итак, пора возвращать границы к предыдущему состоянию, и на пути в шахту уже собрана группа быстрого реагирования. 4 человека на целую дивизию из старого лагеря. Не густо, но даже здесь нашло место приколу. Ли просил меня передать тебе кое-что. Несмотря на то, что ты не один из нас, ты не раз помогал нашему лагерю и всецело доказал свою преданность. Мы даем тебе шанс выполнить еще одно задание. Я пойду с тобой. Вместе мы сможем сделать это. Мы даем тебе шанс... Да-да, из целой кучи наемников, греющих свои чресла в пещерке генерала Ли, целых 4 человека пойдут в контратаку, и мы оба сделаем это. Вот уж правда, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Ладно, 2 значит 2. Но только я собираюсь пойти на забив, как Горн вспоминает, что меня еще ждет волк, и вот к нему мне точно нужно, несмотря на кажущуюся срочность ситуации. Вертаюсь взад и узнаю, что волку пришла идея использовать для доспехов самый прочный из доступных материалов — панцири ползунов. Местные тараканы более твердые, чем в старой шахте, так что если я оторву достаточно таких пластин от их носителей, то смогу намутить себе один из лучших доспехов в игре. Это нам точно нужно. И вот теперь наперевес с еще одним квестом можно идти освобождать шахту. В этой игре тяжело вести за собой одного компаньона, вести 2 — это вообще здравствуйте. С боем добравшись до карьера, старый армейский анекдот получает вполне ожидаемое продолжение. Иди ко входу в шахту, а я останусь здесь и прослежу за тем, чтобы никто не напал сзади. Я подойду, когда ты спустишься. Разумеется, сзади никто не нападет. В не такой уже свободной шахте по всем уровням валяются горы трупов бывших товарищей. Перебили всех. Даже мразь, которая кинула меня на супероружие. Доброго старика-проходчика, подарившего даром первые штаны за 40 гривен. Акила, который хотел меня застрелить за самосуд. Короче, всех. Люди, которые так любят старый лагерь. В вас есть хоть что-то человечное? Вот во мне нет, поэтому я обношу все сундуки и все трупы. О, Акил, у тебя же один из самых крутых топоров в игре, значит теперь он послужит мне. А вообще тут так много мест, откуда можно что-то забрать и унести с собой, что на середине я просто устал и бросил эту затею. За последующих братишек я до раскувачивания половины сундуков почивших хозяев вообще не опускался, так что посчитаем это просто травокурным приходом. Не хватает на болотник, приходится нести из дома последние горшки. В
самом низу меня уже ждет шакал и 2 его подсоса, но не стоит недооценивать первую тройку игроков красной команды. Они неплохо дают в ответ, особенно если ты не являешься стрелком. В таком случае их тоже не просто застрелить, так как шакал стрелять учился тоже не в GTA. Ну а с Мадом, разумеется, тут еще веселей. Кручу лебедку, чтобы открыть шахту. А где Горн? А ему нормально, он все это время спешит ко мне на помощь, но все никак не может добраться. Уж не знаю, возможно, так повлияла на него вся обстановка, что красноперые не стали брать ни пленных, ни заложников, но с этого момента Горн стал скорее обузой, чем помощником, и дальше эта ситуация будет только ухудшаться. У Кирго в сборах на лечение появился достойный конкурент. Простите за каламбур, но освобождать свободную шахту дело вообще непростое. Кем бы братишка не был. Очень часто ребята из красной команды имеют намного более выгодную позицию и волыну, что несколько осложняет ведение дел. А если умножить это на их количество, то и вовсе может показаться, что я попал в лимб, обреченный вечно получать в живот болт от арбалета. Ты об этом пожалеешь. Нет, арбалет силен и здесь. Просто перестрелять всех тоже вполне себе метод. Но ребята подошли к делу с большой ответственностью, нагнав сюда народа больше, чем было в старой шахте. Честно говоря, я даже в старом лагере не видел столько стражей и рудокопов, как здесь. Это все сильно подкашивает в первую очередь Горна, который теряет связь с реальностью от ярости и начинает то падать, то заблуждаться на ровном месте. И это еще хорошо, если так. А если на секунду потерять из вида этого берсерка, то он или вообще оказывается неизвестно где, или телепортируется в начало шахты. Я искренне пытался пройти с ним вообще весь путь по шахте, но у старого вояки или рвало крышу от еще живых рудокопов, Я тебя захуярю, понял? или происходит дискоординационный приход, справиться с которым он уже не может. Горн, не надо, он же убегает, он же просто рудокоп. Горн! Убит человек из старого лагеря. И кое-кто связывает тебя с этим убийством. А негр нахуй может мне тут не сидеть? Что же касается местных, то есть ползунов, то они действительно сильнее, особенно для мага, который вообще как-то не справляется с силой волшебства. Однако так или иначе, а вся шахта оказывается опустошена от стражи, почти всех рудокопов, ползунов и лута, а я наконец-то натыкаюсь в одном из укромных уголков на зеленого ремесленника, Таррака. Таррак, нужна помощь. Таррак ранен. Он многое повидал на своем веку. Его били синие солдаты, били красные солдаты, а на грань жизни и смерти привел укус таракана. Такая вот нелегкая оркская доля, но я могу ее поправить, найдя специальное оркское лекарство, потерянное им где-то в шахте. Далеко ходить не надо, в одном из тайников обнаруживается искомое снадобье, вот только пить его самостоятельно, в надежде на чудесное исцеление, не стоит. Держи, бедолага. Вообще-то такое обычно только по рецепту, но и мы тут не под камерами. Поправив здоровье, орк согласен помочь, но просто так улу-мулу из воздуха не получится. Это очень серьезный инструмент. Незнакомец нужно Кратак, Хастак, Двахкар и Орфантак. Человеческими словами, для получения от орков респекта нужно оторвать язык огненной ящерицы, отломить рог Маракориса, выбить зубы болотожору и дать, взять клык большого тролля. В целом, выполнивший такой список дел заслуживает уважения и без улу-мулу, но с ним уже издалека видно, что перед тобой человек, очевидно, психически здоровый и устойчивый. Я сейчас убью всех, блядь! А вот бы заказать улу-мулу с доставочкой по всей колонии. Но нет, это не реклама. Один из моих подписчиков занимается рукоделием, так что я решил, что поддержать его будет не лишним. Я и сам большой любитель делать что-то руками. В общем, если вас заинтересовало, то можете ознакомиться по ссылке в описании, а дальше уже сами думайте своей головой, брать или не брать, ибо я тоже это вижу в первый раз, но выглядит прикольно. А мне придется шарахаться по колонии. Где примерно располагаются все слагаемые успеха, я уже знаю. Благо, долина рудников за время моего заключения была пересечена вдоль и поперек не один раз, однако есть нюансы, о котором чуть позже, а пока нужно выбираться. Ох, парень! Это был непростой бой. Никогда бы не подумал, что люди Гомеза способны так драться. Ну вот ты бы помолчал. От тебя там пользы, конечно, просто пиздец. Ну ладно, зато ты прикольный. Кстати, о прикольных. Мне придется расстроить тебя, но, как ты уже мог заметить, мат в
побоище поучаствовать не смог, что, впрочем, даже лучше для него, однако из-за невозможности его пересечь границу локаций, да, он сейчас в старом лагере. Я искренне пытался запихать его внутрь свободной шахты, однако не вышло. Теоретически, пока мы не загрузили старый лагерь, Мат еще жив, так что теперь я буду обходить его на 3 километра, не позволяя прогружаться NPC внутри. Пока я не пришел к старому лагерю, ты имеешь возможность наблюдать известный эксперимент с Мадом Шрёдингера. Он и жив, и мертв одновременно. Кому кажу сало отдай? У меня там кусочек лишився. Отдай сало, блядь. Зато сбор трофеев теперь должен пойти несколько легче, вспоминая тот прекрасный сбор юниторов вместе с Мадом. Правда, перед тем, как начать ревизию колонии, я забегу к Ли и отчитаюсь об успехах в контратаке. За заслуги перед народом воды он награждает похвалой и отсыпает немного опыта. Никогда не лишнее. Ну и вишенка. С барского плеча жалует руну, которая нужна только магу. Прикол в том, что братишка маг уже и так выкупил в округе все руны, которые можно кастовать, и даже те, которые пока нельзя. Так что на будущее тебе, молодой приключенец, не покупай огненный шторм. Можно будет сэкономить, а то денег-то нет. И пластины ползунов не забудь отдать волку, пусть пока ковыряется, быстро он новую броню все равно не сделает, а я пока дерну на конкурс косплея Джека Потрошителя. Чтобы эффективно собрать все необходимые потроха местной краснокнижной фауны, братишке придется еще раз дать круг по всей колонии. Правда, я упоминал ранее нюанс, с которым при выборе пути придется считаться. Один из комментаторов под прошлым роликом упомянул, что в старых версиях Готики мобы не обновлялись с каждой главой. Я играю уже давно, но при этом обновление мобов работало всегда, и тут уже вы можете его поправить, но самый смак притаился совсем на виду. До того, как ты придешь в старую шахту и получишь квест, ты имеешь неплохие шансы сорваться на геноцид живности, а вот внутри одной главы фауна уже совершенно точно не воскреснет. Если войти во вкус и выхвостать всю колонию, то к моменту получения задания взять необходимые припасы для Улу-Мулу уже будет просто негде. Как итог, софтлог в лучших традициях. Беги проходить главу заново в лучшем случае, а в худшем всю игру. Теперь понимаешь, почему во всех играх я до сих пор сохраняюсь или на несколько слотов, или на все по порядку, если речь идет о каких-нибудь резидентах, например. Все это следы горького и болезненного опыта, когда или слот пообещал долго жить, или ты обречен влачить существование в проклятом мире, который сам же и создал. Теперь, будучи уже бдительным, я могу отправляться в Тур. Где обитает тролль, я уже знаю, на севере, там же одного я убил вместе с Диего. В этот раз свитка бесплатного уже не будет, и помощника в виде груши для битья тоже. Правда, и я уже серьезно раскачал силу, поэтому шерстяной и так уже опасности представлять не будет. Да-да, если раскачать силу. Заодно братишка из нового лагеря с силами Диего достигает рубежа в невероятные 83 ловкости. Ожидаемо. Братишка на ловком билде здесь имеет некоторые сложности. Луком или арбалетом этот шкаф можно только пощекотать, так что придется натурально играть Dark Souls до изобретения Dark Souls. В этом помогает то, что можно бегать вокруг противника, зафиксированного как цель, да только и тролль не настолько тупой, и урон проходит лишь по заведомо слабо защищенной части, делая это очень неохотно. И вот ты кружишься в белом танце вместе с троллем. Он уже даже не кажется таким уж страшным, а жизнь в колонии тяжела и одинока, однако расслабляться совершенно не стоит. Бой длится долго, концентрация начинает падать, а ошибка стоит достаточно дорого. И вот, когда остается совсем немного, чтобы здоровяк был наконец-то повержен, как и в душных тьмах, тебя настигает главный враг – жадность. И приходится начинать заново, или, если ты разумный как я, то с промежуточного сохранения. Вот уж точно, ворк не хардер, а смартер. В итоге, спустя кучу времени, литры пота, лужи крови и потерю всяческой человечности, тролль падает. Ну а маг использовал магию, все очевидно. В любом случае, карательная стоматология совершена, зубы на базе. Перебить лагерь Квентина неподалеку на этом этапе еще сложнее, чем когда они все начинали по тебе стрелять. Я теперь за ними еще и бегать должен. Но это ни в какие ворота. То и тебя на тетиву наматывают, то сразу бежать. Ребята, ну я же шел драться. Я шел на перестрелку.
как в вестернах. Как ты уже понял, намутить языки рядом с башней уже не получится. Благо, есть второе лежбище, место крушения корабля неподалеку от разрушенного монастыря, где вместе с Горным мной был приватизирован Юнитор. Здесь их больше, стоят они кучнее, что гарантирует, помимо получения языка, тотальное горение задницы как в игре, так и в жизни. Слабо помогает и амулет, подаренный Уршаком, и магия льда, которая не всегда корректно срабатывает. Но мы все знаем, что жар костей не ломит, а скелет не сгорает в крематории. Особенно, если есть ствол, конечно же. В итоге плести сплетни теперь и некому, и нечем. Между делом сильнейший из братишек вернулся в болотный лагерь, чтобы и без того раскачанный торс стал еще рельефнее, добившись целых 130 силы под всеми бафами. Можно ли больше? Можно. Но зачем? И тут же на этой невероятной мощи выбиваем жвала болотажером, как заправский ОМОНовец. И обрати внимание, их тут действительно всего парочка. То есть неловкий шаг к софтлоку был очень близок. Ну и что самый богатый человек в колонии? Мясо есть мясо. Давай мясо! Здесь же, в лесу неподалеку от болотного лагеря, свою быструю смерть находит Мракорис. Теперь в ассортименте есть еще и рога, а значит пора выдвигаться к Тараку. Пришел в пустую шахту, отдал налутанный со всей округи хабар, охапку дров, Улу-Мулу готов. Вот, незнакомец, носить Улу-Мулу и быть гордый. Тарак теперь спать. Вот ты какое. С такой приблудой уже можно и с оркскими женщинами знакомиться, не переживая, что тебе дадут топором по голове, помнишь же? Забавная у тебя штуковина. Похоже, это орочья работа. Тебе его дал раб из шахты? Это оркский знак дружбы. С ним я хочу войти в город орков. Надеюсь, что орки поймут этот знак. Увидимся!